Всем добрый день, меня зовут Валерия, и сегодня я вам подскажу простой домашний рецепт отбеливающей маски. Маска, которая помогает нам избавиться от пигментных пятен на коже рук. Также эту маску можно применять для отбеливания, осветления кожи лица. И эта маска маска-пилинг, между прочим, с хорошим очищающим и детокс-эффектом. Но основная задача, все-таки мы с вами будем бороться с пигментацией. Причем эта маска помогает нам бороться с разными видами пигментных пятен. Это может быть солнечная пигментация, но также эта маска помогает нам уменьшить или убрать старческие пигментные пятна. Мы их еще называем возрастные или печеночные пигментные пятна. И маска у нас очень простая. Для приготовления этой маски нам понадобится 2 таблетки аспирина. Покупайте обыкновенную ацетилсалициловую кислоту в дозировке 500 мг. И на одну процедуру нам нужно будет взять 2 таких таблеточки. Напомню, что аспирин это не что иное, производная салициловой кислоты, а салициловая кислота это бета-гидроксикислота, которая применяется для химических пилингов и в частности для удаления пигментных пятен, поскольку она великолепно отшлифовывает прокрашенные мертвые клетки. Итак, 2 таблетки аспирина. Дальше нам понадобится глина. Я для такой маски предпочитаю брать самую простую белую глину. Если у вас есть глина цветная, например, красная, зеленая, голубая, берите ту глину, которая у вас есть. Даже если там есть какие-то добавки и травы. Но я стараюсь, еще раз повторю, брать для такой маски, для отбеливания именно белую, самую простую глину. И нам понадобится немного лимонного сока. Итак, что мы с вами делаем? Берем предварительно 2 таблетки аспирина и их растираем в порошок. Можно добавить сразу, чтобы облегчить этот процесс, несколько капель лимонного сока или воды. Итак, перетираем в мелкую пудру наши таблетки аспирина, 2 штуки. И к этим таблеткам аспирина мы с вами добавляем около 1 столовой ложки белой глины. У меня здесь вот как раз таки остатки, на одну процедуру хватит. То есть смотрите, в принципе от 1 десертной до 1 столовой ложки без горки белой глины. Ну, я в принципе вот всю ее сюда и израсходую. У меня так где-то и есть, около 1 столовой ложки. Перемешиваем нашу массу. Буквально чуть-чуть, да, ну, чтобы у нас был однородный порошок с аспирином. И теперь мы сюда к нашей массе добавляем 2 чайные ложки воды. И тщательно перемешиваем. У нас с вами должна получиться однородная масса. Не очень густая, достаточно жидковатая. То есть много воды не добавляйте. Видите, вот вполне достаточно. Вот такая вот жидковатая масса. И к этой же массе мы с вами добавляем где-то с пол чайной ложки лимонного сока. Я вот просто так вот из долечки выдавливаю. То есть смотрите, да, пол чайной ложки лимонного сока. И еще раз перемешиваем. Получается вот такая жидковатая масса. Все, наша маска готова к применению. Теперь смотрите, мы, если убираем пигментные пятна с кожи рук, просто-напросто берем кисточкой, можно в принципе ватным диском, наносим нашу маску, хотите пальчиком, но мы ее наносим строго по массажным линиям, от кончиков пальцев к центру. То есть вот таким вот образом мы наносим. Не вот так вот вниз, да, наша задача не только убрать пигментные пятна, но и поддержать молодость нашей кожи рук. Поэтому от кончиков пальца мы распределяем нашу маску. Поскольку у нас здесь есть крупинки аспирина, в процессе нанесения мы можем даже с вами слегка помассировать нашу кожу. И это приветствуется. Для чего? Эти крупиночки аспирина, они будут еще работать как механический пилинг, да, и вот просто-напросто вот так вот, но по массажным линиям, можно вот таким вот образом, мы с вами обрабатываем кожу рук. Смотрите, маска у нас получается универсальная, потому что я уже проговорила, вы ее можете сразу наносить и на кожу лица. На кожу лица лучше наносить кисточкой, удобнее получится. Если вы хотите сделать для кожи рук, вы можете уменьшить количество воды, у вас получится более густая масса,
которую вы будете втирать. Но вот этого объема хватает полностью на наши руки и на кожу нашего лица. Нанесли. Можете несколько слоев нанести, если у вас маска остается. И оставляем мы ее на коже, то есть вот можно помассировать в течение 1-3 минут. Но потом мы с вами маску нашу оставляем на коже рук или на коже лица. Можно применять ее для зоны декольте, если у нас пигментация, на 20-30 минут. То есть, по большому счету, все зависит от типа кожи. Если у вас тонкая, чувствительная кожа, на лице такую маску мы можем держать от 10 до 20 минут, на коже рук от 20 до 30 минут. За это время глина, естественно, будет подсыхать, будет растрескиваться, ничего страшного. Единственное, что, конечно, вы не сможете делать какую-то домашнюю работу. Итак, руки 20-30 минут, на лице 10-20 минут. После того, как наша маска подсохнет, мы ее просто-напросто смываем водой. И очень важно после такой маски обязательно на кожу рук или лица нанести увлажняющий уходовый крем, поскольку и глина будет очищать и подсушивать кожу, и лимонный сок, и сам по себе аспирин. Поэтому обязательно после такой процедуры нам с вами нужно нанести какой-то увлажняющий уходовый крем. Но коль мы с вами боремся с пигментными пятнами, я вам предлагаю нанести еще одну домашнюю смесь, которая помогает нам бороться с пигментными пятнами. Сейчас я смою маску и покажу, какую смесь я вам рекомендую после применения вот такой очищающей, отбеливающей маски из глины, аспирина и лимонного сока наносить на кожу для борьбы с пигментными пятнами. Я выдержала нашу маску. Сразу хочу сказать, маска может пощипывать, покалывать. Это абсолютно нормально, поскольку в ней присутствует салициловая кислота и лимонный сок. Но однозначно мы нашу маску с вами не наносим, если у нас есть какие-то повреждения на коже. Например, как у меня царапины от кошки. То есть нужно дождаться полного заживления, поскольку маска будет раздражать все наши ранки и царапины. Итак, после маски, еще раз, увлажняющий уходовый крем, либо же для борьбы с пигментными пятнами мы с вами можем втереть в кожу рук, например, масло шиповника. Вот просто в чистом виде или обогатить им свой крем. Ну, допустим, есть у вас какой-то увлажняющий крем для рук или питательный крем для рук. Вы к нему добавляете несколько капель масла шиповника, которое само по себе очень хорошо нашу кожу омолаживает. И я вам уже неоднократно говорила, что помогает бороться с пигментными пятнами. То есть либо в чистом виде, либо обогащайте свой уходовый крем. Если у вас, допустим, нет уходового крема специального, да, нет масла шиповника, но, возможно, у вас есть касторовое масло. В таком случае вы берете касторовое масло, буквально пол чайной ложечки. И к этому касторовому маслу добавляете 1, 2, 3 капли лимонного сока. Тщательно все взбиваете и наносите вот такую смесь из касторового масла с лимонным соком. Если у вас нет касторового масла, вы можете использовать то масло растительное, которое у вас есть. Допустим, есть оливковое, есть льняное, есть масло виноградной косточки, даже просто обыкновенное подсолнечное масло. То же самое, берете пол чайной ложки, много не надо, добавляете к половине чайной ложки, давайте покажу, как это выглядит, от 1 до 3 капель лимонного сока. И вот такую масляную смесь наносите на кожу рук. Так, вот смотрите, да, пол чайной ложки. И буквально вот так вот выдавливаем, вам заметно не будет, вот у меня 3 капли. Перемешиваем, неудобно, конечно, достаточно маленький объем масла, но этого вполне достаточно. Видите, масло у нас становится вот таким вот матовым. То есть сделать однородную массу из сока, сок это вода, да, фактически с жиром невозможно, но лимонный сок очень хорошо вбивается. И вот этой смесью вы уже обогащаете кожу рук. После маски, то же самое, кстати, наносим строго по массажным линиям, от кончиков пальцев к центру. Теперь смотрите, у нас получается как бы вторая питательная маска. И желательно после маски с глиной, после вот этой маски, и тем более после того, как мы нанесли вот такую питательную масляную маску, где-то 20-30 минут ничего не делать. Вот по большому счету, если мы с вами хотим побороться с пигментацией, нам нужно выделить минимум, да,
30 минут, а то и час для ухода за кожей рук. И еще проще такие маски делать перед сном. Допустим, вы буквально где-то минут за 40 до сна делаете маску с глиной, смываете и буквально перед сном наносите вот такой вот масляный концентрат для кожи рук. Главное тут еще дать маслу хотя бы 15-30 минут повоздействовать на кожу рук. Потом вы остатки можете промокнуть, ну, допустим, бумажной салфеткой, да, убрать остатки. Вот, можете поверх нанести уходовый крем, масло в таком случае еще быстрее будет впитываться, да, или же просто помыть руки с мылом, если вам некомфортно ощущение масла на руках. Но в любом случае ваша кожа уже преобразится. Она будет более ухоженной, и уже после первой процедуры вы можете заметить, что у вас тон кожи становится светлее. Вот буквально можно осветлить кожу на тон, на полтона, да, у некоторых радикально даже уже с первой процедуры избавиться от пигментных пятен и сделать свою кожу более молодой и упругой. Поэтому берите оба этих рецепта себе на вооружение, делайте и преображайтесь, и пусть ваша кожа будет светлой, красивой и молодой.